Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец, на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапные события в вашей судьбе до конца мая. Давайте с вами узнаем, какие события придут в вашу жизнь, спешат на ваш порог. С чем это будет связано, о чем вы пока не догадываетесь, а это скоро случится. И карты пасьянса нам и расскажут, и покажут, правда, какие события, что ждет стрельцов. Итак, давайте смотреть. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла, куда же без него. Что нам хотят подсказать карты? Что для вас месяц май? И посмотрите, здесь у нас выпадает книга открытая. Это учреждение. Учреждение, может быть, и образование, у кого-то не без этого. Возможно, тут какие-то важные согласования, получение корреспонденции. Или когда вы сами отправитесь по заданному маршруту, когда нужно нам, да, потому что вы хотите получить какой-то документ. Или контактов, может быть, будет больше, кстати, не исключаю, с руководителями, например, по работе. Или вы конкретно, смотрите, у вас, правда, молния, это молниеносное известие, это получение, может быть, важной корреспонденции. Или, ну, новость какая-то, такое тоже может быть. У кого-то банально работа, вы что-то услышали по работе или на работе. Для тех, кто ищет работу, тут как раз есть возможность точно ее найти, как будто сложить в красивый сюжет. Кольцо – это всегда прочный союз. Конечно, это может символизировать, и я такого не исключаю, потому что, напоминаю, в нашем пансьянсе мы можем соединить значения в крайних картах, в крайних рядах. По горизонтали и по вертикали у вас совпадает сердце. Кстати, очень интересно, у кого-то может быть сердечный союз, а у кого-то просто сердце будет говорить о том, что, ну, некоторая лояльность может быть проявлена по отношению к вам. Но и по работе-то, правда, тут можно найти работу, если вы ее ищете. Может быть, вообще много как бы собеседований будет у кого-то из вас. Ладно, смотрим, что нам дальше расскажут карты, что ждет стрельцов в мае месяце. А вот смотрите, у кого-то в личной жизни какой-то сюжет намечается или продолжается. Дело в том, что в нашем пасьянсе венок у вас выпал. Когда кольцо и венок совпадает, у кого-то дело к свадьбе. Ну, понятно, не для всех, перекладывайте на себя. Но, тем не менее, у кого действительно отношения развивались, или отношения, ну, была дружба уже какая-то. Здесь я могу допустить, что могут быть и предложения. Ну, или этот союз, и у нас выпадает, опять же, да, официальное учреждение. Это будет просто-напросто касаться подписания договора по работе, то есть контракты. Брачные контракты, у кого-то рабочие контракты. И смотрите, в нашем пасьянсе это как по судьбе. Для тех, кто один или одна, я, кстати, не исключаю судьбоносная встреча. Будьте внимательны. И если для вас это, ну, где-то очень важно. Более того, когда у нас совпадает листва, ожидание, у кого-то будет банальное ожидание, а у кого-то, правда, важная встреча может проиграться и как выход из одиночества, мои дорогие. Как будто, знаете, жизнь меняет конфигурацию или сводит нас с нужными людьми. Конечно, мы все разные. У кого-то, наоборот, может быть, совпадет та не совсем веселая история, когда была связь, да? Может быть, у кого-то и была семья, но уже это не пошло, да, на продолжительный период или не может продолжаться дальше. И осталось только де юре, а фактически уже, ну, утратили взаимопонимание, то тогда это может быть тоже своего рода как освобождение. Вот, наверное, тут полярные такие значения и дают нам понять, что в конечном итоге какую-то ясность в свою жизнь вы внести определенно можете. Но и все же судьба, карма, здесь не происходит все просто так. Здесь есть взаимосвязь, как и люди, с которыми вы контактируете. Ну, значит, посланы вам судьбой зачем-то.
так и обстоятельства, которые вокруг вас складываются, могу предположить для того, чтобы вы тоже какое-то окончательное решение приняли. И пока я с вами разговариваю, смотрю, что мы тут можем еще соединить. Не вижу я больше совпадений. Давайте мы перейдем к колоде Ленорман. И у нас сегодня колода Чаромаркетти. И первую карту, которую для стрельцов достанем и проясним. Что же до конца мая придет, может быть, нового, с элементом новизны на ваш порог? Важное событие, чем запомнится вам май месяц, что не оставит вас равнодушными и что прояснится. Эту карту мы назовем из разряда «что будет внезапно», что для вас будет неожиданно, да, в течение мая или до конца мая. Может быть, это будет связано с человеком, почему нет? А у кого-то вот эта молния, получение корреспонденции. Что изменит, стрельцы, вашу жизнь, что изменит ваши планы, ну и к чему приготовиться одновременно можем рассматривать как совет, то есть что будет продолжено. Что же до конца мая идет на ваш порог нового, вот посмотрите, дружба. И правда, вот и проиграется. Здесь, знаете, может быть, ну так у нас конфигурация происходит в этот период, когда вы можете сами пересматривать даже взаимоотношения. У нас вот этот аркан в колоде Ленорман один из самых добрых. Он соответствует десятке червей. И если прежде, допустим, даже была сложная история отношений, у кого-то ссоры, у кого-то, ну, сложилось именно так, что люди друг друга, ну, не поняли. Иногда это бывает по пустяку. Так вот, вы как будто сумеете договориться, отношения будут продолжены. Но это не те отношения, знаете, которые нас к чему-то принуждают, вынуждают. Не случайно здесь нам милая такая собачка прорисовала Чаромаркетти. И посмотрите, ошейника нет. Никто никого не держит. Это союз либо двух любящих людей, либо, правда, может быть и прекращение какой-то зависимой ситуации. Но все же, что нового идет? Ведь для кого-то из вас это может быть новое знакомство, новый человек в вашей жизни, новый друг. Вот тут перекладывайте на себя. Важное событие, чем запомнится май, и что вас не оставит равнодушными. О, порядок наводим, да? Метла — это мы избавляемся от мусора, но есть еще и плеть. Плеть имеется в виду, мы себя как будто вынуждены, может быть, на что-то заставить. И соответствует валету треф, поэтому это может быть как сигнал, что вы действительно можете получить какую-то новость. Мы сейчас раскроем это значение. И вам, скорее всего, придется не только действовать, а очень рационально что-то обдумать. С чем, с кем это связано, важное событие. Наступает пора как разобраться в каком-то вопросе. Причем этот вопрос будет два компонента включать. Один компонент, то, что уже не может быть продолжено. Или это как, знаете, девятка. Иногда мы говорим это как серая зона или как период ограничений. Когда, ну, правда, может быть, так складывались обстоятельства, вы не могли что-то осуществить. Вот здесь наметилось движение, но оно требует, чтобы мы буквально как будто избавились от мусора. Может быть, каких-то мыслей ненужных. О, мои дорогие, тут ведь может быть вопрос, который касается личной жизни, работы. И правда, у кого-то будет вот эта плеть, говорить, и где-то метла, как вымести ссор из избы. Может быть, это взаимоотношения именно с вашими близкими, домочадцами. Может быть, это с родственниками. Закопать, может быть, топор войны. Или когда двое, ну, так вот поссорились, и каждый ждет, когда противоположная сторона, первая, пойдет на контакт, то тогда, наверное, ну, конечно, мы опять же все разные, и построить счастливый союз можно только в одном случае, когда двое этого хотят, когда хочет один, а второй уходит в какую-то глухую несознанку или вообще, ну, понятно, что уже не будет это продолжено в силу разных причин. Ну, тогда нужно все равно как будто избавиться от воспоминаний, может быть. Пусть они добрые, пусть они хорошие. Ведь иногда по девятке жезлов воин нам показан, который идет вперед, пробирается сквозь болотную топь. И, может быть, существует
некоторые позиции вашей личной жизни, когда себе нужно сказать правду, сказать, что «ну, я сделал все, что мог». Но для кого-то из вас именно проиграется. Ну, я так допускаю, вплоть до свадьбы. Что же там у вас прояснится, мои дорогие? Как хорошо. Одна из самых, наверное, благополучных карт в колоде Ленорман, которая и достаток обозначает, и желание путешествовать, потому что рыбы, знак, это как две рыбы в разные стороны, плывущие в разные стороны. Поэтому кто-то может переиграть свои планы, чтобы проясниться. Собирался ехать в одно место, поеду в другое. Собирался искать в одном как бы способе заработка, виде деятельности работу. А тут вы можете что-то еще и дополнительно изучать. Или кто ищет работу, допустим, правда, вы можете найти, но, может быть, имея даже свои дипломы, вы всегда, ну, как искали в ограниченном круге, да, организации, например. А тут вы что-то альтернативное можете рассмотреть, и вы найдете работу достаточно быстро. Ведь эта карта еще обозначает финансы и соответствует королю Пентаклей, потому что тут и как и по личной жизни какой-то красивый узор можно сложить, и точно так же по части денег. У вас прояснится какая-то тема денежная, мои дорогие. Хотя я так и допускаю, что, может быть, это будет связано с личным творчеством для кого-то. Или какой-то проект. А может быть, тот проект, когда хочется и работать из любой точки мира, работать на дому. Вот, кстати, такое тоже может быть. И вы будете осваивать какие-то новые технологии, что-то изучать. Стрельцы что-то задумают в мае. Это тот волшебный, может, сюжет или стать им, что вам будет приносить и радость, и счастье, и доход. По крайней мере, пусть это какие-то важные выводы, выход вот из этой какой-то серой зоны. Но, знаете, вот тут та будет активность, которая пусть отчасти продуманная. У кого-то может, кстати, совпасть, что вы как фильтруете свое окружение. Вам захочется окружить себя людьми надежными, людьми стоящими, может быть, даже людьми статусными. Вот я такое тоже не исключаю. Но вам как будто и карты в руки, козыри в ваших руках определенно. Судьба помогает, но от того, как вы взаимодействуете, возможности они будут. Но вот, кстати, эта молния тоже может, как молния какая-то. А вот решимся мы на какие-то действия. Тут уже зависит от нас самих. Вот давайте мы узнаем, что внезапно для стрельцов, что неожиданно в вашей жизни до конца мая. Ой, как замечательно. Это карта, когда возможно все. Это карта нашей мечты. Это карта более далекого промежутка жизни, может быть, как Уран в Близнецах лет на 7, а то и на 10. Здесь какая-то история или встреча важного человека. У кого-то работа, нахождение работы или того рода занятости, деятельности, которые вы тоже будете продолжать. Что внезапно для кого-то из вас популярность внезапно. Или это когда признают вашу экспертность. По этой карте все же идет и расстояние, и, кстати, эфир, пространство, интернет. Я уже об этом говорила. У кого-то, правда, проиграется работа из любой точки мира. Работа на дому, вот именно, да, посредством интернет. Изучение, освоение каких-то новых технологий. И как раз Уран в Близнецах такой революционно-инновационный, свежий воздух, как будто в нашу жизнь привносит. И для вас это может быть тоже неожиданно. Вы прежде этим не собирались заниматься. А для кого-то будет просто поездка какая-то. Или вы собираетесь к переезду очень далеко. Все же до бесконечности, наверное, да? Тут самое главное может быть как и расстояние по времени, да, на длительный промежуток. И точно так же может быть расстояние по километражу. Что внезапно, что неожиданно. Умеренность. А вот правда, тут есть какой-то очень интересный вопрос или тема, сюжет, когда вам нужно не горячиться, это точно. И, кстати, подразумевает этот аркан, когда мы, ну, в какой-то момент, в какой-то день мая придется вам поступать совсем не так, как вы это планировали, или, может быть, вы вообще прежде так не поступали. Для кого-то двойка пентаклей проиграется, правда, когда успешный поиск работы, и карта будет говорить: пробуй, пока не получится или не надоест.
А еще эта карта дает совет: будь легок на подъем. Поэтому тут у вас действительно что-то происходит, знаете, как, может быть, в течение мая на самом деле будет пункт, день, может быть, дни, когда вам нужно себя будет, может быть, перестроить ваши планы. Вы, допустим, себе расписали уже какую-то палитру действий ваших, активностей. А тут вот это как молния врывается, и мы понимаем, нет, вот то, что мне хорошо знакомо, мне сейчас нужно оставить на потом и быстренько так переключиться на какую-то новую возможность. Как будто вот нельзя что-то потерять, и это внезапно, это неожиданно. Да, какое-то важное известие может быть. Но будьте внимательны с информацией. Придется ее перепроверять. По этой карте вы можете даже какое-то такое важное решение принять, когда спустя, может быть, какое-то время, а может быть, и именно в мае вы будете так себя даже где-то приостанавливать рационально, и опять же спрашивая, а как это ты так вот решаешься на это, да? То есть вот есть такой момент сомнения, когда вы можете, ну, как бы на полдороги остановиться и подумать, а так ли уж мне это нужно? А я тут вижу, да, потому что элемент новизны. Мы так не поступали, мы так не действовали. Но, кстати, по королеве мечей вот не случайно эта плеть. Мы что-то переиграем. И у кого-то это переиграем, да, проиграется по работе, а для кого-то в личной жизни. Ладно, идем с вами дальше. Что изменит как раз ваши планы, а то и вашу жизнь? Работа с информацией. По этой карте, посмотрите, как будто, ну, типа скворечника, но много входов, да, как бы и много птиц. Птицы, информация. Вот, кстати, в этой колоде королева мечей тоже много птиц, да, опять же, работа, правильная работа с информацией, перепроверка. Может быть, для кого-то это буквально совпадет поход к юристу, к адвокату, понимать четко, не предполагать, а знать наверняка, как работает в отношении вас закон. Или когда вам что-то предлагают, или появляется какая-то возможность. Тут не просто нужно так, это, знаете, эмоционально, а нет, тут рационально именно нужно. И вот одна птичка подлетела к кошке. С виду милый зверь, но мы с вами знаем, что прыжок кошки, он молниеносен, и для птички когти смертельно опасны. То есть не рисковать где-то с собой. Хотя сама по себе карта королева мечей, прообраз Юдифи, это где-то, ну, может нам так казаться, что доля риска есть, но он должен быть, мои дорогие, сведен к минимуму. И вот, видимо, могут вам что-то такое предложить, что выглядит или слышать нам приятно, но не всегда это будет означать, что это так на самом деле. Перепроверяйте информацию. Здесь я допускаю, что могут быть и какие-то ошибочные сведения, да? А мы можем заранее расстроиться или заранее обрадоваться. А тут вот доверяй, но проверяй. Давайте еще спросим на колоде Таро. Что изменит вашу жизнь? Что изменит ваши планы? Опять же, карта неожиданности. Рыцарь жезлов – это, знаете, как та персона, ну вот представьте, вы едете по дороге, и все едут со скоростью потока, но обязательно один находится, который начинает слалом устраивать на дороге. И почему он так поступает? Конечно, бывают у нас разные ситуации в жизни, но чаще всего мы встречаемся на одном светофоре. Вот, понимаете, есть люди, может быть, так это и новости где-то сами, а есть и люди в вашей жизни, которые тоже на вас будут воздействовать, но вроде как и откликнуться нужно, ведь это карта скорости. Правильно провзаимодействовать. Но провзаимодействовать, найти, например, долженствующую информацию, а не то, что нам транслируют. Или, может быть, на себя как будто примерить, да, пробы, пока не получится. И чтобы понять, мне это годится или нет, мои дорогие. Но будьте готовы вот где-то как встречи импульсивных людей, чьим-то импульсивным решением, но, может быть, и ваши. Когда вы загореться можете каким-то проектом. А нам тут говорят, имея время, кстати, может быть, какие-то документы подготовить. Я иногда говорю, карта регламента. Регламента почему? Когда нам нужна какая-то бумага, а эта бумага быстро не может быть изготовлена. Ну, хоть вывернись наизнанку. Потому что, допустим, на некоторые документы нужно подождать неделю, 5 дней, 2 недели, месяц, да?
Может быть, это карты говорят, что может изменить твои планы. Имей в виду, стрелец, что ты можешь думать. Вот у кого-то так проиграется, что какое-то дело быстро пойдет, да? И, может быть, какие-то первые шаги вы даже начнете что-то, инициируете. А потом пойдет вот этот регламент, когда вам придется что-то подождать. А может быть, также имей терпение. Терпение тоже где-то есть такой смысл, потому что вот как наша женщина пришла собрать урожай, посмотрела на пентакли и думает, нет, надо подождать, надо еще поухаживать за этим деревом, чтобы пентакли созрели. И может быть для кого-то из вас освоение, как я говорила, нового направления в работе или изучение чего-то. Что это еще, что изменит ваши планы. То есть есть какие-то объективные причины. Но опять же, карта информационного хаоса, вот пятерка жезлов, это точно так же, как и вот эти птицы. Это те люди, которые утром нам что-то обещают, а к вечеру они либо забыли, либо не изменили планы, а нас даже об этом не уведомили. Поэтому, прежде чем на что-то согласиться, просчитайте, допустите тот вариант. Да, вот тут есть как будто что-то одно надежное. И, кстати, подсказка, что вот за этим как раз надо ухаживать. Это элемент новизны. Как будто откроет двери будущему, стрелец. Допуская именно какую-то перезагрузку в своей жизни. Изучение, может быть, новых маршрутов, изучение языков, изучение каких-то наук, технологий. Для вас как будто карты даже подсказывают. Потому что сам процесс, он не проходит быстро. Может быть, потребуется месяц, два, три. Но для тебя вот именно сейчас что-то нужно. Как и проект начать, все-таки часто это начинание по пажу Пентаклей. Карта прилежного ученика, мы иногда ее называем так, ну пусть не в этой колоде, но все же. И есть еще то, что вот как регламент от нас не зависит. А то, что импульсы, да, ты тут будешь много чего слышать, много тут тебе чего будут, может быть, обещать, и оно так будет подкупающе звучать, но не всему нужно доверять. Или не всем. Карта совет или к чему приготовиться. О, карта башня. А это, по сути дела, вот эта открытая книга. Какие-то важные контакты с людьми, которые, может быть, наделены властью. Или какие-то конторы, инстанции. Может быть, какие-то отчеты вы делаете. Вполне вероятно, вам нужно, вот если мы говорим, пересматриваете окружение или какую-то свою рабочую ситуацию, меняете работу, вот действительно для вас элемент надежности важен во всем. И присутствуя на каком-то собеседовании, вам могут тоже тут наобещать, а вот у тебя будет, например, или вот это будет, или мы что-то там создадим, осуществим и так далее. Но это не отображается на бумаге, это не прописывается в договоре, это остается на словах, и это о чем? Это вообще-то ни о чем. Вот, видимо, даже будь то документы, будь то даже какие-то устные договоренности, нужно узнавать. Или прояснять, открывать какие-то вопросы, а не додумывать самому. Человек хорошо обещает, мы рассматриваем какое-то сотрудничество, неважно, личная жизнь, рабочие темы, темы бизнеса или каких-то документов. Вот сейчас он готов буквально прописать, он готов это как-то оформить юридически, тогда да. А если это опять, как знаете, расплывается или растворяется во времени и пространстве, то вот четко карта говорит нет. Тут у тебя именно своя позиция за период мая должна быть оформлена более конкретная, которая, возможно, связана с документами даже. Примите к сведению, что тут могут ошибаться, я такого не исключаю. С учетом такого сочетания, когда, допустим, вы зашли в один кабинет какой-то конторы, и он там сидит, чиновник, который говорит, нет, такого не может быть. Здесь и люди могут быть не вполне компетентные. Или по каким-то причинам, которые, ну, допустим, как одна дверь какая-то закрылась. И это не значит с первой минуты, что вы не можете осуществить какой-то проект. Тогда с новым подходом, может быть, поэтому двойка пентаклей. Пробуй, пока не получится, пока не надоест. И, может быть, даже если в одном кабинете не получилось осуществить, в другом получится. Карта совет. Но вот всегда недостаток, да, по этой карте идет. И мы смотрим именно на совет. И
Карта говорит, вот тебе нужно как бы объединить, чтобы не было недостатка во взаимопонимании, раз, и недостатка в финансах. Вот предельное внимание к людям, к новостям и все-таки к финансам тоже. Вот такой дают совет. И может быть, кстати, 7 мечей. Не прикупить что-нибудь этакое, которое вам не нужно, а очень хочется. Быть внимательному, иногда ведь эта карта вора, мы говорим, поэтому будьте вообще внимательны к финансам. Может быть, кто-то деньги у вас будет одолжать. Или когда вы где-то находитесь, может быть, среди людей, в скоплении народа, тут дважды нужно быть аккуратным. Что-то не прошляпить определенно нужно. Но и самому-то карта говорит, не пытайся самого себя словно перехитрить, не надейся на призрачную удачу или на пространное обещание, опять же, какого-то человека. Вот, видимо, вот этот базис, вот этот фундамент, он для вас складывается не только из надежных людей, но еще и от юридических, скажем так, особенностей. Одно дело мы хотим, другое дело готовы, да, с нами подписывать какие-то контракты, соглашения. И вот вам сейчас задача на май сделать свою жизнь более понятной, надежной и, может быть, даже прогнозируемой. Перекладывайте на себя, и прекрасно, у вас есть для этого ресурсы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моему творчеству. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.